Объект номер СКП-529 класс объекта, безопасные особые условия содержания, необходимость специальных мер предосторожности пока не доказана. Джози очень ласковая и на данный момент может свободно перемещаться по нижним этажам здания. Персоналу не разрешается кормить ее сыром, она огорчается, если не получает его достаточное количество. Описание: СКП-529, маленькая домашняя кошка, Фелис катас, окраса серая полосатая. Дальше грудной клетки тела животного отсутствует. Тело резко завершается, как будто разрезано пополам. Несмотря на это, животное не имеет проблем со здоровьем и двигается так, как если бы задняя часть тела была на месте. Например, ходит как обычно и через некоторое время после того, как поест, совершает движение, как будто вылизывает себя. В поперечном сечении не видны внутренности животного, абсолютная чернота непроницаема для глаз и поглощает весь невидимый диапазон волны света. Данная область реагирует на прикосновение, мягкое поглаживание иногда дает положительную реакцию, мурлыканье и тому подобное, но обычно это приводит к тому, что животное царапает агента когтями. Поцарапанные аномальных ощущений не испытывают. Задняя часть, похоже, не является невидимой. Поверхностное обследование показывает, что ее просто нет. Тест ДНК показал, что животное – самка. Рейтинг плюс 40х объект номер СКП-795 класс объекта, Евклид особые условия содержания, СКП-795 должен содержаться в камере размерами 75 на 5 метров, разделенной на отдельные комнаты прозрачными плексигласовыми стенами с дверьми следующим образом. Одна стена с дверью на расстоянии 5 метров от дальнего конца камеры. Таким образом, СКП-795 живет в получившейся комнате размерами 5 на 5 метров, одна стена с дверью на расстоянии 35 метров. Она определяет внешнюю границу области, в которой проявляются способности СКП-795, если он находится в зоне С. Одна стена с дверью на расстоянии 65 метров, в зоне С можно спокойно проводить наблюдение, если СКП-795 находится в зоне А. Но это помещение следует освободить, если объект находится в зоне Д. Стандартная дверь камеры содержания на расстоянии 75 метров, в результате получается комната размерами 10 на 5 метров, в которой можно спокойно наблюдать за СКП-795, когда он находится в зоне М. Два охранника уровня 1 должны находиться на посту в зоне С, они должны перейти в зону Д, если СКП-795 находится в зоне Б при проведении экспериментов. Из-за риска получения травмы сотрудникам, не относящимся к классу D, не разрешается взаимодействовать с СКП-795 напрямую. В зоне А были установлены автоматические системы подачи пищи и воды, а также уборки мусора, чтобы предотвратить нежелательные контакты с СКП-795. В случае необходимости следует удаленно ввести СКП-795 транквилизаторы, чтобы затем можно было без опаски подойти к нему. Прочие кошки, подвергшиеся действию СКП-795, должны содержаться подобным образом в течение 3 часов. Описание: СКП-795, огромный, весом 8,2 кг, черный длинношерстный кот, Фелис катас, неопределенной породы, обладающий двумя аномальными способностями, вызывающими наибольший интерес. СКП-795 может изменять физическую форму любого живого существа, которое он в состоянии увидеть в пределах 30 метров. СКП-795 может оказывать телепатическое воздействие на людей в пределах вышеупомянутого диапазона. СКП-795 может передавать свои способности другим кошкам в пределах области их действия, но это воздействие на другую кошку является временным и рассеивается в течение 3 часов после отделения от СКП-795. СКП-795 не обладает иными необычными физическими или умственными способностями. Как правило, он превращает любого человека, которого считает своим другом, в кота, чтобы было с кем поиграть. Любое живое существо, которое он считает своим врагом или воспринимает как угрозу, он превращает в животное добычу, которая тут же убивает и пожирает. Одобрено использование СКП-795 для устранения непокорных сотрудников класса D. Пул 5. 4 телепатические послания состояли из желаний, типичных для кошек, чтобы ему принесли больше еды, или лучшего качества, более мягкую подстилку, игрушки и чтобы его выпустили из клетки. Сотрудники могут покупать соответствующие предметы для СКП-795 за свой счет. ДР. Превращения, вызванные СКП-795,
обращаются вспять через 1 час после отделения от СКП-795. СКП-795 не способен подвергать трансформации самого себя неодушевленные предметы или живых существ, которые находятся вне его поля зрения. Приложение СКП-795 был обнаружен. 20. В приюте для животных. Согласно отчетам, найденным там, СКП-795 носил кличку Джуниор, и ему было приблизительно 2 года, когда он поступил на содержание, его передала в приют родственница умершего бывшего хозяина. Заметка от Дэра. Мы понятия не имеем, как она посадила Джуниора в сумку для переноски кошек, а затем отнесла в приюте происходило вот что. Все собаки были усыплены. Кошки свободно разгуливали по приюту. Приют закупил средства по уходу за кошками и кошачий корм на сумму знак $. 3 сотрудника приюта пропали без вести и предположительно стали жертвами СКП-795. Кошек поместили на содержание с помощью усыпляющего газа. Вначале все кошки в приюте обладали способностями СКП-795, но потеряли их через 3 часа после того, как их поместили на содержание отдельно друг от друга. СКП-795 не обладает иными необычными физическими или умственными способностями. Как правило, он превращает любого человека, которого считает своим другом, в кота, чтобы было с кем поиграть. Любое живое существо, которое он считает своим врагом или воспринимает как угрозу, он превращает в животное добычу, которая тут же убивает и пожирает. Одобрено использование СКП-795 для устранения непокорных сотрудников класса D. По 4 телепатические послания состояли из желаний, типичных для кошек, чтобы ему принесли больше еды, или лучшего качества, более мягкую подстилку, игрушки и чтобы его выпустили из клетки. Сотрудники могут покупать соответствующие предметы для СКП-795 за свой счет. ДР. Превращения, вызванные СКП-795, обращаются вспять через 1 час после отделения от СКП-795. СКП-795 не способен подвергать трансформации самого себя неодушевленные предметы или живых существ, которые находятся вне его поля зрения. Приложение СКП-795 был обнаружен. 20. В приюте для животных. Согласно отчетам, найденным там, СКП-795 носил кличку Джуниор, и ему было приблизительно 2 года, когда он поступил на содержание, его передала в приют родственница умершего бывшего хозяина. Заметка от Дэра. Мы понятия не имеем, как она посадила Джуниора в сумку для переноски кошек, а затем отнесла в приюте происходило вот что. Все собаки были усыплены. Кошки свободно разгуливали по приюту. Приют закупил средства по уходу за кошками и кошачий корм на сумму знак $. 3 сотрудника приюта пропали без вести и предположительно стали жертвами СКП-795. Кошек поместили на содержание с помощью усыпляющего газа. Вначале все кошки в приюте обладали способностями СКП-795, но потеряли их через 3 часа после того, как их поместили на содержание отдельно друг от друга. СКП-795 не обладает иными необычными физическими или умственными способностями. Как правило, он превращает любого человека, которого считает своим другом, в кота, чтобы было с кем поиграть. Любое живое существо, которое он считает своим врагом или воспринимает как угрозу, он превращает в животное добычу, которая тут же убивает и пожирает. Одобрено использование СКП-795 для устранения непокорных сотрудников класса D. По 4 телепатические послания состояли из желаний, типичных для кошек, чтобы ему принесли больше еды, или лучшего качества, более мягкую подстилку, игрушки и чтобы его выпустили из клетки. Сотрудники могут покупать соответствующие предметы для СКП-795 за свой счет. ДР.